Приехали мы в Тоймарт к нашему Алтынага. Очень тепло здесь нас принимают, нам все очень нравится. Рахмет ага. Нормально получается? Супер. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Мы, Саша и Ваня, ведем свою активную деятельность на YouTube с 2019 года. За это время мы сделали более 3000 роликов, направленных на знакомство с творчеством мирового певца из Казахстана Димаша Кудайбергена, а также на знакомство с культурой и общественными деятелями этой страны. Все это время мы вещали на весь мир из своей скромной студии в Санкт-Петербурге. После короткой поездки в 2019 году в Астану на концерт Димаша мы мечтали вернуться в эту страну вновь. И вот, наконец, наша мечта осуществилась. Это стало возможным благодаря гостеприимству братского народа в лице Сабыржана Сериковича и Светланы Мукашевны. Это прекрасная, дружная семья, с которой нам посчастливилось познакомиться в Сочи на музыкальном фестивале «Новая волна-2021». Как впоследствии оказалось, они посещают новую волну уже 8 лет подряд. Сначала Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна просто наслаждались атмосферой фестиваля в курортном городе. А с 2018 года поездка в Сочи стала для них делом чести. Именно в этом году Димаш произвел фурор на российского зрителя, представив Казахстан с песней «Грешная страсть». С тех пор наши герои каждый год стремятся попасть на этот фестиваль во что бы то ни стало, чтобы поддержать своего соотечественника. Мы познакомились с ними на улице, когда брали интервью у зрителей концерта. Сабыржан и Светлана мгновенно проявили свое участие и предложили поближе познакомиться и пообщаться. Мы встретились в отеле «Рэдисон», в котором проживали наши герои. Там же мы записали первое интервью знакомства. И в тот же день получили официальное приглашение в Казахстан на полный пансион. 10 сентября мы уже были в Казахстане, в Алматы. Нас встретили в аэропорту, разместили в отличной гостинице с 2 номерами, позаботились о нашем комфортном времяпрепровождении и устроили активный, насыщенный тур по Алмате и Алматинской области. Как позже признались сами алматинцы, за первые 5 дней пребывания в гостях мы увидели больше достопримечательностей, чем коренные жители города. Но главным для нас оказалось даже не это. Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна открыли для нас другой Казахстан. Они открыли для нас людей этой страны, таких же добрых, открытых и отзывчивых, как и они сами. Удивительно, но сразу же после первого праздничного дастархана в честь прибытия на родину Димаша в нашей жизни начали происходить настоящие чудеса. В тот же день мы познакомились с известным актером и КВНщиком страны Нурланом Коянбаевым и даже поучаствовали в съемке эпизода в его новом фильме. После этого знакомства мы даже потеряли счет известным и популярным людям, которые попадались на нашем приключенческом маршруте. Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна, сами того не подозревая, как будто открыли ящик Пандоры. Потому как встречи, которые начали происходить в нашей жизни, по-другому и не назвать. Мы давно слышали про бота от старших, но теперь, кажется, почувствовали на себе, как это работает. Когда они прилетели, потом мы их пригласили обедать в город. И там пообедали уже, я им говорю, сходите, вот там собор есть, говорю, для русских, это, для христиан, говорю, свечку поставьте, чтобы у вас дорога все было. 28 панфиловцев, там начнете оттуда путь. И они пешком пошли с Антоном, да, кажется? Мы сидели на расслабоне, сначала. Встретили и поехало. А потом Сабыржан Серикович такой говорит: не, все, вставайте, идите, прямо сейчас идите. А мы сидим такие, расслабились, поели. Саша лег там вообще.
у шефа есть Чуйка, да? Да, именно в какой момент надо встать, надо что-то сделать. Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна – это образец честности, порядочности, трудолюбия и гостеприимства. Эти принципы они реализуют и в своей работе, где под их чутким началом работают и зарабатывают более 2000 человек. Их семейное дело – это пример того, как своим собственным трудом, без помощи богатых родителей, можно основать компанию и приносить пользу не только своей семье, но и государству. 25 лет плодотворной работы потребовалось, чтобы с одного 40-фунтового контейнера взрастить сеть из 37 торговых объектов и высококлассных супермаркетов, которые отлично обслуживают покупателей каждый день. Каждый день более 35 тысяч жителей Алматинского района ежедневно закупаются и кормят свои семьи в супермаркетах Тоймарт, многие из которых находятся в пешей доступности. Примечательно то, что компания уже пытается обеспечить покупателей продукции собственного производства с высочайшим стандартом качества. Как это уже реализовано на примере хлебобулочных изделий и тортов. Эти продукты настолько снискали славу среди покупателей, что люди специально приезжают в магазин за хлебом и выпечкой из других районов. Нам с Иваном посчастливилось побывать на производстве и лично убедиться в качестве и невероятно широком ассортименте этой продукции. Разумеется, дегустация стала самой приятной частью этой поездки. Все, что мы попробовали, было невероятно вкусно. И мы даже попросили Сабыржана Сериковича задуматься о поставках в Петербург. Как вкусно. Да, не часто удается попробовать хлеб прям с производства. Прикинь, вот с печи он вышел, и ты сразу его в рот кладешь. Какой запах. Обалдеть. И дело здесь не только во вкусовых преимуществах, но и технологии, по которой выпекают этот хлеб. А он, между прочим, без добавок и красителей. И сделан по старинным рецептам, о которых знают только в Тоймарт. Любая компания – это прежде всего люди, которые в ней работают. Нам удалось познакомиться с руководящим составом этой амбициозной компании и сделать выводы, что подобное притягивается к подобному. Все сотрудники оказались очень умными, тактичными и амбициозными. Многие из них работают на благо компании уже более 10 лет и чувствуют себя настоящей семьей. А Светлана Мукашевна в открытую признается, что ее воспитанники – это ее дети. Как я вам в Сочи говорила, вот наши дети все Да. молодые, амбициозные, креативные, умные. Я про вас очень много говорила. И это еще один феномен, который нам удалось разгадать уже здесь, будучи в Казахстане. Этот феномен называется преемственность. Более мудрые и опытные агашки с удовольствием передают мастерство более молодым, создавая все условия, чтобы им было интересно и комфортно работать и развиваться. А молодые, в свою очередь, с уважением и вниманием относятся к агашкам, жадно перенимая опыт поколений. Скажу как человек, который в компании уже 10 лет, поэтому успех это в дружбе, в здоровой дружбе коллектива. Поэтому на самом деле это так, мы семья, мы бывает и ругаемся, иногда и не соглашаемся с мнением друг друга, но мы всегда уважаем мнение каждого и мы всегда уважаем друг друга. Это самое главное. Я думаю, за это стоит поблагодарить наших родителей, будем говорить, вторых для каждых из нас, у кого-то и первых, потому что они нам это привили. Работать всегда в дружбе, всегда поддерживать друг друга. Помимо всего прочего, Сабыржан и Светлана стараются создать все условия для того, чтобы сотрудники не только зарабатывали деньги, но и развивались духовно. На стенах кабинетов я увидел цитаты великих мыслителей и поэтов, а от сотрудников узнал, что они регулярно посещают культурные мероприятия, театры и выставки. Особенно приятно было наблюдать за Сабыржаном и Светланой не только как за успешными людьми, но и как за семейной парой. Это настоящий тандем любви, дружбы и уважения друг к другу. Они как два крыла, всегда действуют вместе, дополняя друг друга. Вместе работают, вместе отдыхают, вместе путешествуют и строят планы на будущее. Многие могут сказать, что они делают бизнес, а я скажу, что они с помощью бизнеса делают этот мир чуточку лучше. Наверное, поэтому Вселенная отвечает им взаимностью и наполняет их паруса попутным ветром. Поэтому я желаю процветания вашей компании. Живите дружно
И пусть компанию Тоймарт знают не только в Казахстане, но и во всем мире. Спасибо. Еще живой анекдот. Я думал, они совсем не улетают домой, они за вещами, оказывается. Мы об этом очень давно мечтали, что когда-нибудь мы приедем в Казахстан, в Алматы. Но теперь у нас еще новые мечты появились, конечно. Но нам уже как-то неудобно. Да, в Туркестан, там, в Шымкент. Вместо Газпрома Тоймарт. Мы выражаем огромную благодарность компании Тоймарт и основателям этой компании, которые одни из первых по-настоящему поддержали наш проект и протянули руку помощи в нашем желании изучать казахскую культуру, ее героев и традиции. Димаш открыл для нас Казахстан, а Сабыржан Серикович и Светлана Мукашевна показали нам его безграничные просторы и стали проводниками в мир людей, которые живут в этой стране, любят ее и гордятся своими талантливыми соотечественниками. Улькен Рахмет.